действительно ли американцы делают цветокоррекцию снимков с Марса? Как в реальности выглядит Марс, если на нем жизнь? Почему не долетел, Фобос, это самое, вот, который я уже ответил, не долетел, потому что там было не только то. Просто перед тем, как выйти на орбиту и полететь к Марсу, ведь вы, если помните, что для того, чтобы достичь скорости покинуть орбиту Земли, спутник совершает довольно много оборотов, набирая скорость. Вот пока он совершал эти наоборот оборотов, чтобы выйти за пределы земного тяготения, времени было достаточно, чтобы воздействовать оборудование, которое с лишними тоннами связано, скажем так, в нужный момент провоздействовало. И не случайно запуск был при 24-м, как и многие другие запуски были при какими-то такими событиями, которые сами же организовывали. Это первое. Теперь, вы, наверное, может, недавно была передача по поводу и Гагарина в том числе. Помните, что кто-то видел эту передачу? Есть такие о Гагарине, там, что Гагарин не первый космонавт и так далее. Видели, да? Ну, это действительно правда. Потому что Гагарин не первый космонавт. Гагарин первый космонавт, вернувшийся живой. Вот это правда. Потому что все остальные, которые были запущены до него, погибли. И к тому же, я думаю, что эта информация достоверна, что наши были и раньше американцев на Луне. Только они были с билетом в одну сторону. Не нужно объяснять, что такое, да? Фильм такой даже показали. Недавно были, да? Ну вот, не видел фильма. Это как, знаете, как вот другим не понять менталитета наших людей. Потому что когда я с одним другом, который довольно-таки хорошо уже многое знает, но все равно у него была непонятно, видел фильм, я уже говорил, потом повторюсь, когда Чернобыльская авария была, там один работник, автоматик не работал, никто его не заставлял, денег не предлагал, он прыгнул в кипящую тяжелую воду, ну, понимаете, что означает, да? Доплыл и ручной открыл, пока не погиб, клапан, чтобы не прошел взрыв в полный объем. Вот, а почему он это сделал? Для их менталитета сложно понять. Значит, ему должны или запугать, или большие деньги предложить. А тут человек, никто не заставлял, никто не стоял, и вдруг сам прыгает, зная, что погибнет, и делает. Вот понимаете, вот пока они не поймут, что великий народ строится тогда, когда есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради других и не ищут в этом ничего. Не славы, потому что ему слава с мертвым не нужна. Кому мертвым же слава? Скажите. Что ему легче станет этого? Ну, он может услышать сущности, но это может и приятно, но толку этого мало. Этот человек делает, потому что у него внутренняя потребность есть. Состояние такое вот именно, а другим многим народам это просто непонятно. И вот то, что наш народ и другие народы коренные, которые прожили вместе вот на этой территории больше 100 тысяч лет, ну, кто читал мои книги, немножко знает об этом, потому что эту книгу запретили, но в некоторых статьях об этом пишут тоже, то вот именно благодаря тому, что они могли, наши предки, жертвовать собой, и для них было позором, единственное, измена Родины, предательство, это было хуже смерти. Вы знаете, кого считали самыми худшими рабами? Славян. Только малых детей если брали, то тогда могли их подавить. Ну, не всех, но в большинстве. В своем, конечно, потому что они все время пытались убежать, вернуться на родину, освободиться. А другие народы в рабстве пробывали и так далее. Хотя вот религии придумывали ход 1000 лет назад, хороший ход, такую, подложили свинью. И то, это, так сказать, до 90% населения в местах вырезали, что осталось только мало детей, чтобы навязывать новое, как говорится, мировоззрение, фальшивое, мировоззрение рабов. Ведь и христианство, суть христианства – это культ смерти. Мне не нужно объяснять, наверное, здесь сидящие прекрасно понимают. И что самое главное благодетель – это умереть. И что и говорится, что вот эта вот жизнь – это ад здесь. Вот когда ты подохнешь, вот тогда ты обретешь рай, если будешь слепо, безропотно подчиняться всему и вся. А если только будешь бунтовать, возмущаться, ты попадешь опять в ад. Из ада в ад, да?
Это религия придумана для рабов. И только вот в XVI веке, когда была новая комбинация, когда ведические традиции были введены в христианский обиход, то тогда, так сказать, многое уже удалось достичь. Ну, это уже опять долгий разговор и так далее. Но в любом случае, вот именно, даже несмотря на это, даже вот в таких ситуациях, вот в критические моменты у народов России и русов, в том числе в первую очередь, потому что наше большинство в любом случае, правильно? И гибнет большинство, все кричат и так далее, но все признают, что в той же самой войне славян погибло 80%. И всех 100 с лишним народов, которые более 130 народов проживало на территории Советского Союза, да, то на один народ, в принципе, потому что я не разделяю русов, украинцев, белорусов, это искусственное разделение. Потому что генетика, исследование генетики, и к тому же, я понимаю, бы нашей генетики, так сказать, которым заинтересованы найти что-то, да, такое дело будет. А когда исследование генетиков западных показало, что генетика русского, точнее, руса, украинца, белоруса 100% тождественна. О чем это говорит? Что это один единый народ. Просто, который искусственно разделяет, натравляет друг на друга, и самые больше кричат о национализме в этих странах те, кто к этим народам никакого отношения не имеет. Потому что именно более 100 тысяч лет на территории Советского Союза, потом России, проживали многие народы, которые именно бок о бок сражались, защищали землю, поливали кровь свою рядом. И никаких преследований. А вот преследования начинались именно угнетение, геноцид. Вот, я считаю, в основном это, ну, первое, это, конечно, вот, ну, тогда казалось всех, это вот когда крестили Русь, так? А потом, когда власть захватили Романовы, ну и продолжались большевики и так далее, геноцид шел в основном именно русов. Самые бесправные жители Российской империи были русские люди, то есть русы, в принципе. Потому что исказить, убрать нужно это понятие «русский». Русский может быть язык. Вот действительно, когда привыкаешь, действительно не обращаешь внимания, что все везде француз, французский, немец, немецкий, то же самое украинец, украинский, белорус, белорусский и так далее. И только у русских русский и русский прилагательные и там, и там. А мы русы, кто по национальности русы, а наш язык русский, правильно. Культура русская, но мы русы. Так вот три народа – это не три народа, это единый народ, который искусственно разделяется и все дальше и дальше раздирается. Это разделяя власть, политика очень хорошо известная. Всем, наверное, уже паразиты действуют весьма эффективно. Поэтому вот то, что дух, как в сказке, тот русский дух, тот Русью пахнет, так? Он не случайно везде звучит, потому что в других странах вот это понятие, они даже не могут понять, что это такое, чем его едят. Потому что они хотят все это взять, вот пощупать, вот так. А это состояние души, а не денежки, которые можно пощупать.